Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня я предлагаю немного отвлечься от темы садовых поделок и заняться пополнением наших материалов для творчества. На моем канале уже есть мастер-класс о том, как можно сделать силиконовые молды своими руками. Но тот рецепт не идеально подходит для молдов больших фигур и молдов объемных фигур. Поэтому сегодня я раскрою тему самодельных силиконовых молдов чуть больше. Ну что, не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. Итак, в первую очередь нам понадобятся фигурки, из которых мы будем делать молды. Я купила в фикс-прайсе вот такие подхваты для штор за 99 рублей каждый. Их форма идеальна для декора, например, ваз или горшков. Да и просто рамочки из них получатся очень симпатичные. Еще нам понадобится какая-то больше ненужная в хозяйстве емкость. Я буду использовать пластиковый контейнер. Наливаем в контейнер обычную воду и добавляем жидкое мыло, шампунь или средство для мытья посуды. Размешиваем, чтобы вода получилась мыльной. И добавляем самый главный компонент – силиконовый герметик. Герметик нужен именно силиконовый, а не акриловый. С акриловым ничего не получится. Цвет нам не важен, но я заметила, что прозрачные герметики чуть мягче, поэтому я выбирала именно их. В работе я использовала герметики разных фирм, и особых отличий у них я не заметила, поэтому выбирайте те, которые подешевле. И лучше берите универсальные, а не санитарные, так как санитарные имеют уж очень резкий запах. И, конечно же, работайте в хорошо проветриваемом помещении. Не выдавливайте сразу большой объем герметика, он достаточно быстро схватывается. А если вам не хватит приготовленной порции на фигурку, просто выдавите новую порцию. Итак, выдавливаем герметик в мыльную воду и аккуратно его в этой самой воде обминаем в течение примерно минуты. Вытаскиваем герметик из воды и как следует разминаем его в руках, тоже примерно минуту. Но прежде чем взять герметик в руки, руки как следует смочите в мыльной воде. У вас должен получиться очень мягкий комок, который не липнет к мокрым рукам. К сухим рукам он, конечно же, липнуть будет. Стол обязательно застилаем пленкой или пакетом, чтобы его не испачкать. Берем фигурку, с которой будем делать молд. Фигурку можно немного смочить мыльной водой, чтобы силикон впоследствии легче отсоединялся. Но я, кстати, не все фигурки смачивала в воде. Некоторые оставила сухими, и покажу это дальше на примере птичек. И отщипывая от силикона небольшие кусочки, начинаем тщательно оклеивать фигурку со всех сторон. Особое внимание уделяю всем ямочкам и углублениям. Каждый новый кусочек приминаем и приглаживаем к предыдущим, чтобы они хорошо склеивались между собой. Если в процессе работы у вас высохнут руки и силикон начнет к ним прилипать, снова смочите их в мыльной воде и продолжайте работу. Но здесь есть один очень важный момент. Не мочите силикон в местах соединения его друг с другом, иначе он может не склеиться. То есть выравнивать молд мокрыми руками, когда вся фигурка будет покрыта силиконом, можно, а вот в процессе оклеивания ваши руки должны быть именно влажными, с них не должна стекать вода. Когда фигурка будет полностью покрыта силиконом, проверяем, чтобы нигде не осталось дырочек или очень тонких слоев. Мокрыми руками выравниваем поверхность молда и оставляем его на просушку на несколько часов. Для надежности я оставляю молды на ночь. После того, как силикон высох, можно вынимать фигурку. Мои молды отошли от рамочек очень легко и быстро. Как видите, молд получился очень мягкий. Его можно сложить в несколько раз или даже свернуть в трубочку. Мягкость его сохранится в течение пары-тройки лет, а затем он, скорее всего, станет менее пластичным.
Во всяком случае, так было с молдами на основе силикона и крахмала. Как видите, молды можно делать из больших фигурок и из маленьких, и даже использовать фигурку частично. Вот, например, маленькую птичку на камне я сделала без камня. Прежде чем делать пробные отливки, покажу, что по такому же принципу можно сделать и объемные, или как их еще называют, 3D молды. Нам понадобится какая-то объемная фигурка. У меня это две птички, правда на видео попала только одна, которых я специально покупала, чтобы сделать по ним молды. Стоили они, по-моему, в районе 100 рублей в Фамилии. Выдавливаем силикон в мыльную воду, немного его обминаем и начинаем тщательно оклеивать им фигурку птички. Птичку я не стала смачивать мыльной водой, так как побоялась, что мелкий рельеф перышек может плохо пропечататься. Да и на влажной поверхности силикон может немного скользить. И если для плоских фигур, таких как рамочки, это не критично, то для объемных фигур это может очень сильно мешать. Забегая чуть вперед, скажу, что весь рельеф пропечатался идеально. Силикон от птички отошел нормально, но в некоторых местах вместе с краской. Так что, если вам важен первозданный вид фигурки, имейте в виду, что краска может пострадать. После того, как вся фигурка будет покрыта силиконом, оставляем наш будущий молд на просушку. Я опять оставила на ночь. После просушки внимательно посмотрите на свой молд. Если у вас слой силикона получился везде не меньше 2-3 мм, то можете вынимать фигурку. У меня слой получился неравномерный, особенно тонкий, он получился в местах клюва и крылышек. Поэтому я нанесла сверху еще один слой силикона. Чтобы оба слоя склеились между собой, не мочите первый высохший слой. Молд я снова оставила на просушку, в этот раз примерно на 4 часа. Теперь можно вынуть птичку. У меня есть критичное место, это хвост. Здесь нужно будет сделать надрез, иначе мы и птичку не вытащим, и будущие фигурки у нас, скорее всего, в районе хвоста будут ломаться. Надрез делаю небольшой, так, чтобы можно было вытащить хвостик. Ну а дальше вытаскиваю саму птичку. Как видите, молд можно вывернуть наизнанку. Он очень пластичный. И да, краска, как я и говорила, в некоторых местах снялась вместе с молдом. Но для меня это не страшно. Птичек я все равно планировала перекрасить. Ну а теперь давайте сделаем пробную заливку. Честно говоря, я с гипсом обычно не работаю. Мне молды нужны не для гипса, а для массы для лепки. Но быстрее и удобнее показать именно на примере гипса. Итак, заливаем молды, даем гипсу схватиться и аккуратно вынимаем фигурки. Я делала кроме рамочек и птичек еще несколько фигурок. И вот одна из них – этот мышонок.
Молд передал даже самые мельчайшие детали. По-моему, результат очень даже неплохой. С рамочками я, конечно, поторопилась, гипс не успел до конца схватиться и овальная рамочка треснула. Но ее я перезалью, а пока посмотрим на сердечко. Ну что, все розочки и листочки отпечатались. Я довольна. Заливаю птичек. Для них нужно обязательно взять чашки или стаканы, чтобы разместить в них молды до застывания гипса. И еще раз заливаю овальную рамочку. В этот раз я не торопилась и дала гипсу как следует схватиться. Аккуратно снимаю молд. Здесь тоже все розочки и листочки хорошо пропечатались. Рамочки получились просто идеальные. И наступила очередь птичек. Сначала аккуратно освобождаю хвост. Хвост у меня не дозалился гипсом. Ну, как я и сказала, с гипсом я не очень дружу. С массой для лепки все будет проще. И аккуратно снимаю молд с птички. Весь рельеф отпечатался просто замечательно. На первой заливке осталась отошедшая от фигурки краска, но это не страшно. На следующих фигурках ее уже не будет. У второй птички у меня немного откололся клюв при снятии молда, но его я подточу, это все поправимо. А в целом я очень довольна результатом. Конечно, похожие молды можно и купить, но стоят они достаточно дорого, в районе 800-900 рублей за штуку. Самодельные получаются дешевле. Одной тубы герметика хватает на 2 больших молда. То есть с учетом стоимости самой фигурки, каждый молд обошелся мне примерно в 300 рублей. А уж если у вас или у ваших знакомых остался герметик после ремонта, то эти молды выйдут вам вообще почти даром. Ну что ж, надеюсь, этот мастер-класс вам понравился, и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и, конечно же, подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.